Добрый день, добрый. Итак, после дождичка в четверг, но совсем не после дождичка, но в четверг. О дожде мы только молим в нашем Петербурге, коль это видно-то. И снова мы на Невском, но сейчас мы с него свернем, и я вас поведу окольными путями и неведанными тропами на Петроградку. Театр комедии имени Акимова. Всем рекомендую. Здесь же рядом универсам Елисеевых. Ну и здесь на Малой Садовой сворачиваем снова к фонтану. Прошлый стрим внезапно прервался как раз примерно в этой местности, на площади, что там, искусств, нет, в общем, у памятника Пушкину. Сейчас же мы пойдем немножко другой дорогой. Все сами увидите. Опять же, если интересно, если есть времечко, можно включить стрим фоном в это время, что-нибудь себе готовить на ужин. Время у нас что, 5:30. Сейчас там проходил мимо метро. Просто держу вас в курсе. Что-то случилось в метро на Оранжевой ветке. И от площади Александра Невского до Дыбенко поезда временно не ходят. Но это, я думаю, временно такое, прям 5-10 минут, может потом пойдут. Не знаю, что случилось, может человек упал опять. Не знаю. Так, Игорь, Алена, привет. Гуляем, просто гуляем. Опять, вот, скажем так, после завода хорошо пройтись по Петербургу. А то вот все меня это, сейчас немножко свой фейс покажу, да. А то меня же все это, говорят, стример ты хреновый, ну не стример, а блогер. А я вроде и не блогер, и не стример, и на заводе работаю. А меня вот, все, ты хреновый блогер, иди на завод работать. А я вроде и так работаю. Поэтому в отместку всем хейтерам гуляем. И все вам показываем. Мы тут подошли к Манежной площади. Я сегодня опять без селфи-палки, без стабилизатора. Снимаю с рук. Но думаю, ничего, нормально. Переживем. Погода шикарнейшая. Для Петербурга, ну, не то чтобы уж редкость. Летом-то все-таки должно быть кусочек лета. Вот, поэтому где-то плюс 28, плюс 29, может быть, сейчас уже к вечеру жара начинает спадать, солнечное пекло, но настолько сейчас прогрето вот это все каменное искусство, что я вот сейчас там стоял на светофоре. Где-то в метрах в 2 от меня была стена здания, и я чувствовал, как от какого-то, знаете, электрического конвектора, вот излучения тепла от стены, тепло шло прям перпендикулярно, параллельно земле. Вот. Так, я вас сразу прошу прощения. Я не всегда и буду читать. Мне не совсем удобно и не совсем с руки. Есть такие, которые что? Который гул. Угу. Скоро будет очень красивый свет. Ну, до света не знаю. Смотрите, опять же,
сразу предупреждаю, кто на стриме, 29 человек. Стрим может случайно или и внезапно прерваться. Это села батарейка. Слушайте, я такой человек, спонтанный. Я не планировал вообще. Я думал, сегодня будет тихий четверг. Я спокойно после завода вернусь домой и буду отдыхать. Но, конечно же, я буду отдыхать. Но сперва я прогуляюсь с вами по Петербургу. Стартанули мы от магазина купцов Елисеевых, от Малой Садовой, и вот сейчас через Манежечку, через цирк. А зачем я так иду, я не понял. Нам по большому счету сейчас надо вырулить на Садовую улицу. Ну, мы это сейчас сделаем. Пройдем мимо Михайловского дворца. И вырулим на Садовую. Да, короче, я, конечно, постараюсь не пропустить вспышку и мольбы о помощи телефона, что у него садится батарейка. И, соответственно, нормально и планомерно закончить стрим. Дабы у меня, чтобы хотя бы какая-то связь оставалась по дороге домой. Так, мы были на Манежной площади, и, соответственно, у нас сейчас слева и справа, как вы видите, вот эти здания с большими окнами, это были манежи. Сейчас, справа точно спортивный зал, слева я вот не знаю. Опять же, к вопросу о громадных дверях, что якобы это великаны в них ходили. Люди на лошадях заезжали. Возможно, даже со штандартами, с флагами. Поэтому такие высокие и делались. Да и так, видимо, как-то это гармонично, красивечно было. Привет из Индии опять. Индия. Индия, сколько у вас сейчас время? Если вы меня понимаете. У нас же разница во времени должна быть. Так, Алена что-то еще пишет. Мы готовы к любому. Ага, меня стрим просят remove, cancel. Просят деньги. Да слушайте, я тоже могу деньги просить. И время от времени намекаю вам. Но... Конечно, не акцентирую внимание, ибо самому как-то и совестно, и стыдно, и вроде попрошайничаю, да, а с другой стороны, в принципе, ничего и зазорного, плохого. Опять же, смотрите, сейчас не полемику, а мой монолог будет на эту тему, что любая работа должна быть оплачено. Хотелось бы, наверное, да? Так, оглянемся. Вот, хотя я вроде как бы к работнике ни к кому не нанимался, и все на добровольных началах, соответственно, и все донаты и прочее, они же тоже получаются на добровольных началах. А попрошайничество можно и так расценивать, и можно расценивать как напоминание. Оп, заговорили о денежках, и 100 рубликов прилетело. Спасибо, Алена. Надо будет сделать топ донатеров. Это к чему? К тому, что я вас говорил, что вы там все аноним подписываетесь, кто отправлял. Вот, и я потом смогу сделать такое уведомление на стриме, бегущей строкой. Там, например, топ донатеров. Вот. Или хотя бы смогу вас отблагодарить в описании там, к ролику или к стриму.
отдельным спасибо поименно, потому что это действительно вы помогаете и каналу, да, тот же самый вот прогулка на кораблике, по большому счету, целиком и полностью за ваш счет сама прогулка. Ну, спасибо. Если хочется, не сдерживайте себя. Очки модные, очки классические. Очки Ray-Ban, классика. Форма, подходящая практически всем. Тут уже только можно варьировать цветами. И все, с цветами. Форма классическая. Итак, мы подошли к инженерному. Так, давайте я немножко чат уменьшу, да, наверное. Что-то у нас прям... Сейф. Так, не знаю, как будет сейчас чат видно. По идее, должен стать чуть поменьше. Ага, я его не вижу. Сейв. У нас дождя не было. Я вам немножко наврал. Наврал в части названия стрима после дождичка в четверг. Но это просто такая фраза. Господи. После дождичка. Сегодня четверг, да. Но дождя сегодня не было. Сегодня весь день пекло. И вот такое прекраснейшее голубое небо. С редкими облачками. С очень редкими. Так, ребята, вы когда-нибудь бывали во дворе инженерного замка? Давайте я вас туда заведу. Чуть-чуть заведу. Потому что, представляете, раньше на каретах подъезжали сюда и останавливались прямо вот здесь в воротах. Остановились. Ну и уже из-под крыши спокойно из карет выпадали и заходили в парадные. Ну а здесь такой прекраснейший 8-угольный внутренний дворик. 8-угольный. Тут почему-то открыта дверь, но это, видимо, выход после экскурсии. Вот такой вот замок. Кто смотрел уже видео, где мы на кораблике катаемся, там аудиогид про инженерный замок и говорит, что после смерти Павла, в принципе, через какое-то время замок был отдан инженерному корпусу, и тут располагался инженерный институт. Поэтому и замок там было. Лена. Туалеты где были? Я свечку не держал. Не знаю, где были. Про какие вы там это имеете в виду? Так, раз-раз, проверка связи, проверка звука. Делаю вид. И там дальше по рифу, по это. Так, как? Там слышно? Нет, видно?
Так, связь есть или нет, я что-то не понимаю. Пришлось опять переподключиться, потому что что-то я какой-то вообще ловлю... Вот в какую арку я не зайду, я ловлю сразу какой-то дисконнект ужасный. Там, наверное, конечно же, да, призрак Павла сильно фонит, и памятник Павлу Первому в виде радиоэлектронной борьбы используется. Не знаю. Может быть, для того, чтобы... Знаете, у нас в Александрийке стопудово такая история была. Там были глушилки. В Александрийском театре были глушилки. Как раз для тех, кто вот так пердит, их глушат. Вот, для тех, кто забывает выключать звук на телефонах. Вот, и чтобы не отвлекали во время действия актеров на сцене, как раз глушилки сотовой связи включали. Может быть, слушайте, может быть, в инженерном замке такая же история. Я сейчас просто херню говорю, честно. Я не уверен ни в чем, и просто я сейчас придумал. Вот, но вряд ли, это ж плохо, это ж вы без связи, получается, будете ходить по музею, но... Ага. Вот, без связи ходить по музею, это как бы, наверное, плохо, вас там кто-нибудь где-нибудь потеряет. Так, смотрите, у нас здесь на остановочке тройка стоит. Все помним прогулки, прокатки на 3-м трамвае. Особенно если в такую погоду. И, кстати, вот на таком... Кстати, он не очень, это высокопольный, но у него хорошие форточки. Вы можете спокойно из форточки выглядывать, фотографировать, снимать и дышать свежим воздухом. Ну, в такую погоду. Это, в принципе, и в дождь тоже можно, что такого. Так, мы подходим к мосту через реку Мойку. С той стороны у нас слева Марсово поле, справа Летний сад. Прямо идет Лебяжья канавка. Так, еще окинем взглядом кусочек инженерного. Значит, это у нас первый Садовый мост. Интересно, а там, а где второй? А там, наверное, второй? Нет, там не второй. Ну, короче, там, для тех, кто потерялся, чижик-пыжик около того моста. Давайте вас проведу через Марсово поле. Хотите? Слева у нас сад у Михайловского дворца. Не путать с замком. Там у нас впереди виднеется Пантелеймоновская церковь, которая плюс-минус видела Петра. Итак, как-то мне тут на днях попался рилс с таким очень странной темой, с такой топ легкодоступных кладбищ Петербурга, на которых можно позагорать. Как-то там так это звучала история. Вот. И на первом месте было как раз Марсово поле. У нас в центре Марсового поля есть вечный огонь и могила неизвестному солдату, а может и не только неизвестному, но в общем могила. Ну и вот автор этого рилса как раз, памятуя об этом,
И говорят, что вот можно тут прямо на кладбище в Петербурге позагорать. Тема спорная. Можно ли в таком ключе и контексте об этом рассуждать? Конечно, тут у каждого свой уровень доступности и дозволенности. Мы лишь сейчас просто я вас проведу насквозь. По левую руку у нас над деревьями возвышаются купола Спаса на Крови. Ну а здесь уже пионы отцвели. Это вот здесь вот ряд низкорослых вот этих зеленых кустиков идет вдоль этого тропинки. Это все пионы. В июне они, конечно, цвели шикарнейшие. Вот и там прямо по кадру, вот видите, сейчас приближу вам, девчонки сидят на газоне в тени и прекрасно проводят время. И, в принципе, тут все лужайки отлично выстрижены. И вот я и сам приезжал сюда позагорать. Отлично можно себе устроить здесь пикничок. Вот после работы сидит, ножки вытянула, загорает, книжку читает. Лепота. И, кстати, что самое главное, не очень шумно. Здесь как-то вот по периметру очень много сиреней, плюс еще какие-то деревья. И это весь шум города, скажем так, отсекается. Тут не идеальная тишина, но если поближе к той стороне, вот я показываю, да, очками, то там еще потише будет. Сейчас Марсово поле имеет такой зеленый вид, газончик, голубые ели. Здесь вот, кстати, были зеленый островок, видите, слева островок перед стенами и справа островок. Когда-то здесь были громадные ивы, плакучие. Вот на этих углах их нет, а на тех два угла квадрата они есть. И голубые ели, и тут у нас надписи о том, что подвиг ваш бессмертен. Чего дичь какая загорать на кладбище? Да и в целом загорать. Ну, я и говорю, каждому свое. Если вы будете вечно думать о том, что где-то рядом в земле кто-то когда-то кого-то спрятал, ну и с этими мыслями, конечно, может быть и неприятно загорать. Ну, слушайте, тут на Марсовом поле, наверное, правда глушилки. Потому что мы на открытом пространстве и все. Я не знаю, что может мешать. Где жмет? Я вижу по скорости от дачи видео, конечно, просадка сильная. Но здесь, возможно, действительно какие-нибудь глушилки от дронов, еще от кого-нибудь. И мобильную связь тоже приглушают. Тем более сейчас здесь налево улица Миллион. Не знаю. Саша Пугачева, здравствуйте. Привет. Так, здесь странно работающий светофор. Люди не выдерживают и перебегают дорогу как есть. Мы, наверное, подождем.
Налево улица Миллионная уходит. А начинается улица Миллионная прямо от Летнего сада, от Лебяжьей канавки. То есть проходит мимо, или точнее через Суворовскую площадь. Да, Александра, скоро день ВМФ. Вот мы прошлые выходные гуляли со стримом на репетиции дня ВМФ. Сейчас мы пойдем по Троицкому мосту, который в день ВМФ будет разводиться днем. И на нем очень много флагов, стягов, как правильно называется, сигнальных флажков. Ждем зеленого светофора, зеленого разрешающего светофора. Там с Троицкого моста, вижу, спускается, по всей видимости, очередная троечка в исполнении ретро-трамвая под названием «Стиляга». Привет из Казахстана. Люблю Питер. Привет, Екатерина. Ура! Бежим. Справа, кто не в курсе, памятник, лицом обращенный к Троицкому мосту. Памятник Суворову, стилизованный под бога войны Марса. Поэтому в таком странном виде. Ох, Южный Урал с нами. У нас, наверное, с Южным Уралом что, плюс 2 часа? Так, здесь нам надо на светофор успеть стоять второй раз. И я не очень хочу по несколько минут на этих всех светофорах. Поэтому я буду. Нет, не буду нарушать. Буду тогда стоять, смотреть по сторонам и вам показывать. Вот знаете что, как бы у нас же, ух ты, двухъярусный автобус туристический. У нас же как в России, да, законы писаны или законы для того, чтобы их нарушать. Вот этот стиляга, двухсекционный, Достоевский или нет? Нет, я она мне спрашивала. Папа из Омска приехал, родня папа из Омска. Да, слушайте, конечно, тут движение, и вот светофоры по несколько минут, это... Причем это зеленый несколько секунд светится, а красный потом по несколько минут. И ты вот это вот все накопительный эффект, и ты не успеваешь перекресток в целом
перейти, потому что тебе вот сначала надо было там перебежать, потом вот до сюда дойти, а пока ты шел, здесь уже зеленый перестал гореть. И вот это удобно ли? Скажите. И я в какие-то моменты перестаю понимать... Да, пидорасы, блядь. Лезут. И ты перестаешь понимать, вообще светофор работает или нет, потому что он вообще завис. Ну да ладно. Извините за мой французский, но иногда не могу себя сдержать, когда на тебя едет какой-то тарантас. Когда тебе уже зеленый несколько секунд горит, а этот сын двух отцов все равно лезет. Ну, Света, не все коту масленица. Дайте и нам на солнце посмотреть. Почувствуйте себя в нашей шкуре. Дожди — это полезно. Дожди — это грибы. Разные грибы. Акватория Невы. Там где-то впереди, сейчас вам приближу, стоит Полтава. Копия. Вот это парусник Полтава. Копия созданная, или точнее начатая строиться в 2013 году. По-моему, в 2018 году ее спустили на воду. Строится на деньги Газпрома. Уже перекрашенная, поэтому все, кто будет мне говорить, что это не Полтава, и кидать ссылки на видео, где она бежевого цвета, то Полтаву уже перекрасили. Нашли источники исторические, в которых была указана какая-то ведомость расхода краски. И там было указаны цвета и из чего краска делалась. И, соответственно, какого цвета она была. Поэтому сейчас Полтаву перекрасили в тот цвет, какой она, возможно, все-таки была при Петре. И, во-вторых, парусников Полтав было 8 штук, по-моему, аж. Ну, 7-то точно. 8-я, по-моему, это уже в советское время линкор делался. Полтава тоже назывался. Поэтому первая Полтава была сделана при Петре в 1712 году. А потом это целая серия была. Слава России, по-моему. И следующую Полтаву, ну или не следующую, а одну из, там, в 1754 году спустили на воду. Оно все было по тому же проекту, скажем так, делалось. Вид, конечно, на Неву хороший для меня сейчас. Для вас плохо, потому что солнышко засвечивает. Но давайте хотя бы тот берег посмотрим. Кутузовскую набережную, дальше переходящую в Дворцовую. Все еще стоят военные корабли на рейде. Но они будут стоять до 31 июля. По крайней мере, так в интернетах пишут. Ну а мы сейчас, спускаясь с Троицкого моста, попадем на Троицкую площадь. Да, у нас как бы название-то, топонимы еще остались те, когда это была площадь, например, да. Сейчас уже в современном виде не скажешь, что это площадь. Но там у нас будет уже станция метро Горьковская и начало Каменноостровского проспекта. Да простят меня боги
ударений. Ёбаный в рот, блядь. Что за люди, а? Вот такие трамваи я называю погремушка. Потому что когда он едет, он так гремит, как детская погремушка. Соответственно. Ну как не детский мат? И все люди взрослые. Я думаю, конечно, чьи-то нежные уши. Но в таких ситуациях я, да, могу и что-то по-французски сказать. Это у меня такой диалект французского языка. Но вот так как? Вот смотрите, человек идет, он вообще под ноги не смотрит. Он идет навстречу движению другим пешеходам. Вот как бы, я, конечно, понимаю, что для пешеходов правила движения не писаны, да? Мы как-то все договорились, плюс-минус, что держимся правой стороны, да, как и автомобильное движение. Так давайте этого и придерживаться. Но у меня как будто бы, не у меня как будто бы, а у меня складывается представление, что некоторые люди как будто бы кто-то из степи приехал сюда, в Петербург, кто-то, видимо, из тайги приехал, и там у них вот этих в тайге да в степи можно было ходить как угодно и никого не встретить. И почему-то, идя по улочкам достаточно узким мостов, улочкам мостов, да, по улочкам Петербурга, по мостам, вы можете идти почему-то по любой стороне, и как будто бы вам никто навстречу не попадется. Но давайте будем уважать друг друга просто, и как вы относитесь к людям, так и к вам будут относиться. Соответственно, держитесь правой стороны. Да, блядь, не ругаемся, конечно. Это мем такой, да, типа, в Петербурге нет мата, и там подпись, да, блядь, краской снизу. Петербуржцев. Скажите это Шнурову. Ну просто в каком бы вы, ну вот сейчас, вот эта вот девочка, вот что ее вынесло вот на меня. И идет, главное, в телефон втыкает. Я такое называю, идет по приборам. Как бы, а приборы врут. Сильно врут. Но невозможно. Невозможно. И когда в тебя прям, ну, чуть ли не на ходу втыкается какой-нибудь пешеход, хотя ты вроде держишься правой стороны и пытаешься, ну, чего? Или давайте я вот сейчас налево пойду и всем навстречу. Это как бы, ну, что, норм? Контента будет, ребят. Фу. Я тут столько поймаю хейта. А вам будет интересно смотреть новый бразильский сериал с Хулио и Игнасио. Ладно. Мне только дай повод понегативить, я могу. Люблю, умею, практикую. Но надо же держать как-то себя хоть в каких-то рамках, хоть когда-нибудь, или хоть когда-то. Ладно. Так, мы оказались на Петроградской стороне. Мы сейчас островитяне. Мы на острове. По последним подсчетам в Петербурге
что-то около 47 островов. Так, очередная зебра, очередной светофор, очередные сколько-то там дофига секунд. Сейчас выйдем на Каменноостровский проспект. Но сперва я вас через Александровский сад проведу. Точнее, нет, Александровский парк. Правильно? Правильно. Бежим, воины! В атаке! Сейчас здесь, в этом парке, покажу вам грот, который несколько лет назад оккупировало кафе. И слава богу. Как пахнуло кукурузой. Шикардос. Квадратиш, практиш, гуд. Jawohl. Mein liebe Freunde. Ich liebe dich. Вот по этой дорожке, если никуда не сворачивая, мы попадем прямо к станции метро Горьковская. Но мы сейчас тут немножко все-таки, надеюсь, да, пройдем. Давайте чуть свернем. В парке есть прудики. Прудики достаточно странные. Ну, конечно, Роман после завода, после смены, после забоя, конечно, голодный. Вот такие прудики, конечно, обмельчавшие, все в ряске. Да, таких прудиков несколько. О, тут есть скульптурные группы в количестве одной. Девочка бронзовая что-то как будто бы рисует. Но это как бы наследие уже советского времени. Тут таких скульптур в парке несколько. Впереди слышу, уже какой-то дедушка играет красоту на гитаре. Так, тут, наверное, надо Дину заблокировать навсегда за разжигание межнациональной розни. Ну, никто не застрахован от неадекватных людей. Вот и наш канал осчастливил очередной неадекват. Вот такой в парке гротик. Внутри кафешечка. Давайте сейчас сначала наверх поднимусь. Он долгое время был прям закрыт, заброшен и никому не нужен. Но ребятки его облагородили. Сейчас внутрь не буду заходить, либо опять рискуем потерять связь.
Вот вход в этот грот. И там кафешечка. Ой. Так, сразу предупреждаю, что здесь какой-то странный запашок. Очень странный запашок. Как сказал бы Михаил Боярский, каналья. Пахнет. Да, дедушка красиво играет, молодец. Да, бременские музыканты, все правильно. У нас рубрика «Угадай мелодию» была. Так, здесь мы не пойдем, мы пойдем все-таки мимо метро, потому что там надо будет переходить Кронверский проспект под подземным переходом. А это очередной риск, что трансляция повиснет, поэтому я сразу вас предупреждаю, будет смертельный номер, исполняемый только профессиональными каскадерами под контролем всех спецслужб. Да, я перейду дорогу в неположенном месте. Это номер так будет называться, но это лишь номер. Так, давайте здесь поменьше людей. Ну, слушайте, про день ВМФ все-таки, да, будут проводить. Репетиции были. Последняя генеральная репетиция была сегодня. Была же, должна была быть 25-го, а сегодня 25-е, соответственно, должна была быть генеральная репетиция. Поэтому... Девочка, красавица. Ох, какой ужас, какой подкат. Я, конечно, понимаю, что там девчуля хотела фотку сделать другой девчуле. Так, давайте еще раз. Рубрика «Угадай мелодию». На фоне входа в метро Горьковская. Вот такие у нас замечательные люди. Кто-то замечательно играет, а кто-то замечательно изображает. Итак, за мной не повторять. Делаю закрытыми глазами, ибо страшно. Но мера вынужденная. Все снимается на зеленом фоне в павильонах Ленфильма. Все правильно, мы уже дошли до Каменноостровского и сейчас пойдем по проспекту в сторону следующего метро Петроградки. А может быть,
корова. А может быть, я где-нибудь сверну направо. Нет, не буду сворачивать, пойду по Каменноостровскому. Основная масса людей движется, конечно же, к нам навстречу, ибо все хотят оказаться сейчас в метро, чтобы потом быстрее оказаться дома. Так, что этот мужчина играл, я не знаю. Тут уже мои компетенции все. Такие вот дворики с картинами на стенах в виде фресок. Влад, вы какой-то этот антрепренер? Вы в прошлый раз все рекламировали у нас, какие-то концерты. Сейчас попахивает баном. Насколько мне помнится, за весь сегодняшний стрим-прогулку был только один донат. Это печально. Прикольный бар напротив «Наследники» называется. Если так идти прямо, то можно дойти сначала до метро Чернышевская. Ой, фу ты, господи. Черная речка. Буква Ч у меня это в голове. До Черной речки по Каменноостровскому. Так, а если после Черной речки, там прямиком-то и не выбраться до Уделки. Там попетлять надо будет. Так, мы уже подошли к Австрийской площади. Мы уже даже тут гуляли как-то. Только мы шли в обратную сторону. Точнее, мы шли от Петроградки к Горьковской. И все дома видели под другим углом. В баню за что его? Ну, за то, что спамит в чате. Так, здесь-то нам повезет, нет? По-моему, нам везет. Мы успеваем на зеленый. Пересекаем замечательные проспекты Петроградской стороны. По одному из, который впереди, Большой проспект, мы уже гуляли.
Не, ты прикольная, тебя я съем последний. Ой-ой-ой, шиньки ее. Да, конечно, на Петроградской стороне какая-то не то чтобы уж совсем своя атмосфера, но какой-то дух Петроградки, он не здесь, он вот не на Каменноостровском проспекте, он на проспектах, которые ему перпендикулярны, и на улочках, короче, в глубине дворов. Дух Петроградки ощущается максимально. Я не знаю, от чистого или нет, Лена. Это спорный вопрос. Так вот, про Петроградку. Относимся к светофорам как к возможности остановиться, сделать паузу, посмотреть вокруг. Мы по большому счету вроде как не спешим никуда. Вот интереснее бы вот идти по параллельной улочке, да, которая идет вдоль Каменноостровского проспекта. Там вот совершенно другая, не то чтобы, знаете, атмосфера, там другая скорость, там другое восприятие окружения, домов. Там как-то тише, там меньше людей, там все медленней, что ли. Да. Ой, хе-хе, простите, не доглядел. Так, что здесь у нас сейчас? Колледж автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем. Прикольно, прикольно. Колледж в историческом здании. По-моему, здесь изначально что-то, какое-то учебное заведение и было. Черная рубашка, знаете, это ошибка. По крайней мере, сегодня. Вот сейчас уже солнце по большей части скрывается за домами, и так или иначе практически уже везде на улицах тень. Ну или солнце не так припекает. Но днем в этой черной рубашке это невозможно. Ты сгораешь максимально быстро. Спекаешься, не сгораешь, спекаешься.
улица Рентгена. Светофоры сегодня против нас. Я вот практически к какому не подойду и на каждом стою. На каждом. Это несправедливо. Так, здесь мы уже ближе к метро Петроградской, нежели Горьковской, и основной поток людей, получается, уже не к нам навстречу, а обгоняет нас. Ой. Кстати, друзья, по поводу подписавшихся. Я вычислил 5000-го, записал его в блокнот и сейчас, конечно же, не помню. Сейчас вопрос, как ему написать. Как этому человеку написать? Потому что на ютубе я там не могу человеку написать. Шикарнейшие арки с шикарнейшими балконами, дома великолепнейшие. Опа, донатик. Роман, привет, на поддержку канала. Спасибо, Юлия. Сейчас мы собираем, не знаю, когда это произойдет, сумму большую. Я хочу, понятно, что большую часть это будут мои собственные деньги, но вот часть донатов пойдет на то, чтобы все-таки купить хороший микрофон с нормальным шумоподавлением и прочим. Ну вот мы на площади Льва Толстого. Вот справа этот в английском стиле дом, в котором находится театр имени Андрея Миронова, театр антрепризы.
что ж, друзья мои, ох, здесь я присяду на фоне всей этой красоты у станции метро Петроградская. Она вот, если через площадь чуть перейти, там за уголком дома будет. Здесь сегодняшнюю прогулку закончим. Не буду дожидаться, как батарейка на телефоне максимально сядет, да и кушать хочется. Пойду найду какое-нибудь местечко, где можно вкусно и недорого перекусить. И это будет не столовая копейка. Ну, друзья, всем хорошего вечера. До скорых встреч. Я сейчас в размышлениях, какую следующую прогулку записать на канал. Ну а вам всего доброго. Лайки, подписки. Пока.